Сегодня мы поговорим о увеличенных лимфоузлах с комментарием врача-терапевта. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидит это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Увеличены лимфоузлы. Наблюдать или лечить. Многие из нас хоть раз в жизни замечали у себя увеличенные лимфоузлы, лимфаденопатию, например, во время острой инфекции или сразу после нее. Но бывают случаи, когда кроме увеличенных лимфоузлов нет других очевидных признаков болезни. До сих пор в медицине эта ситуация остается достаточно дискутабельной. Так, в каких же случаях нужно просто наблюдать, а в каких целесообразно начать обследование? Зачем нам лимфоузлы? Лимфоузлы являются источником иммунных клеток, поэтому при острых заболеваниях, когда необходим усиленный ответ иммунной системы, увеличение лимфоузлов и легкая болезненность являются закономерными. Виды увеличения лимфоузлов. Условно лимфаденопатии можно разделить на локальные и генерализованные. При локальной измененные лимфоузлы обнаруживаются в одной области, например, в шейной или паховой, при генерализованной сразу в нескольких областях. Локальные лимфаденопатии чаще всего являются реакцией на местный инфекционно-воспалительный процесс, например, увеличение шейных лимфоузлов на фоне ОРВИ, паховая лимфаденопатия на фоне инфекций органов малого таза. При увеличении лимфоузлов одной анатомической области и отсутствии других отклонений наблюдательная тактика в течение 3-4 недель является безопасной. При отсутствии видимой причины лимфаденопатии настораживающими факторами являются размеры лимфоузлов более 1 см, твердая их консистенция, изменение кожи над лимфоузлом, неподвижность лимфоузла при пальпации. Также есть области, в которых изменения лимфоузлов являются довольно специфичными для определенных заболеваний. Например, увеличение подмышечных лимфоузлов при отсутствии воспаления в молочных железах или тканях верхних конечностей часто сопровождает рак молочной железы, а увеличенные лимфоузлы над ключицами могут обнаруживаться на фоне злокачественных опухолей органов грудной клетки и брюшной полости. В то же время подмышечные лимфоузлы могут реагировать на силиконовые грудные импланты, такая лимфаденопатия не является опасной. Также до обследования целесообразно, если наблюдается сопутствующее быстрое снижение массы тела, ночная потливость, боли в суставах, увеличение лимфоузлов в нескольких областях, сразу генерализованная лимфаденопатия. Важно отметить, что лимфоузлы во многих анатомических областях сразу обнаруживаются в норме у взрослых и детей худощавого телосложения. Таким образом, причины увеличения лимфоузлов достаточно обширны. Вирусные и бактериальные инфекции, онкологические заболевания, ВИЧ, аутоиммунные болезни и даже прием лекарственных препаратов, например, аллопуринола, карбамазепина, некоторых антибиотиков и противомалярийных препаратов. Еще больше информации вы можете найти на нашем канале по различным медицинским направлениям и советами практикующих врачей, которые могут вам быть полезны. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!